Если вы когда-нибудь видели автомобиль, то считайте, что задачки движения вам по силам. А если вы еще и спидометр автомобиля видели, то есть понимаете, что скорость измеряется в километрах в час, то в этом уроке вам вообще все будет понятно. Путешественник переплыл море на яхте со средней скоростью 25 км в час. Обратно он летел на спортивном самолете со скоростью 475 км в час. Найдите среднюю скорость путешественника на протяжении всего пути. Ответ дайте в километрах в час. Итак, на рисунке у нас переправа, берег левый, берег правый, и путешественник переплывает, либо перелетает один и тот же путь. Как считаете, можно ли в этой задачке сложить скорости и поделить их на 2? Короче говоря, получить среднее арифметическое. Сделать так, конечно, можно, только ответ будет неверный. Потому что средняя скорость – это весь путь, деленное на время, за которое этот путь пройден. Представьте, что наш путь s, и туда s, и обратно s, всего 2s. Время надо находить по-честному. Время находим как частное пути и скорости. И время туда и обратно было разным. Сейчас мы приведем к общему знаменателю 2 дроби и получим итоговое выражение. Я, пожалуй, тут зря на 5 сократил, но это не помешает получить правильный ответ. 47,5 км в час, а вовсе не 250. Готово. Следующая задачка. Треть времени затрачено на дорогу, автомобиль ехал со скоростью 50 км в час. Вторую треть времени со скоростью 75 км в час, а последнюю со скоростью 85 км в час. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. Ответ дайте в километрах в час. Подумайте для начала, чем эта задача принципиально отличается от предыдущей. Я пока что отмечу скорости, которые были даны. Принципиальное отличие заключается в том, что все эти отрезки разные, они одинаковые лишь по времени. Поэтому, записав формулу средней скорости, разобравшись со знаменателем, это самое легкое, мы по-честному находим путь на каждом из отрезков через произведение времени и скорости 50t, 75t, 85t. И если приглядеться, а еще лучше вынести t за скобки, то можно заметить, что поиск ответа свелся к поиску среднего арифметического между данными скоростями. Но не стоит запоминать, что здесь вот так легко, а там вот посложней. Просто возьмите на вооружение формулу средней скорости. Последняя задачка. Из поселка А в поселок Б, грустное начало, да? Расстояние между которыми равно 20 километрам, выехал грузовик, а через 8 минут следом за ним выехал автобус, скорость которого на 5 км в час больше скорости грузовика. Найдите скорость автобуса, если в поселок Б он прибыл одновременно с грузовиком. Ответ дайте в километрах в час. Как по мне, составление таблицы – это моветон. А вот схематически изобразить условия – это я всегда за. Пусть x – это скорость грузовика, тогда x плюс 5 – скорость автобуса. И минутку внимания, слово «одновременно», которое фигурирует в условии задачи, значит одно время, а время – это путь на скорость. Так что сейчас мы сыграем на этой одновременности. Сначала запишем время грузовика, затем время автобуса. Одинаковы ли они? Нет, были 8 минут, которые их отличали. 8 минут – это 2/15 часа. Как считаете, куда надо прибавить 2/15, чтобы чаши весов действительно сравнялись? Смотрите, знаменатель правой дроби больше знаменателя левой. Значит, сама дробь, наоборот, меньше левой. Если не убедил, откройте учебник 5 класса. Получается, что автобус у нас быстрый, и его надо затормозить. Надо прибавить к нему 2/15, чтобы было равенство. Постоянно так бывает. Кто-то большой, кто-то маленький. К маленькому добавляем, и будет равенство. Кстати, вы можете для проверки взять конкретные числа, например, x равное 5, и вы лишний раз это поймете. X здесь положительный, потому что скорость. И решать уравнение можно по-разному. В правой части лично я привел 2 дроби к общему знаменателю. Потом скостовал заклинание крест-накрест, и получилось квадратное уравнение. 2 корня, минус 30 и 25. Берем, конечно, положительный, а также вспоминаем, что спрашивали задачи. Скорость автобуса, то есть x плюс 5. Ответ 30. Готово.